Здорово-здорово, братишки, сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. Победителями прошлого розыгрыша стали Китим сервер RU3 и L68 сервер EO1. Поздравляю вас, сталкер. А для тех, кому не повезло, у меня следующий розыгрыш. Эти вещи дали Highlight, Дезертир и Волкодав сервер RU3 и снова здорово с сервера EO1. Большое спасибо вам за поддержку, братьев-сталкеров. А для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша будут известны на следующей неделе в среду, а не в понедельник, 15 мая. А связано это опоздание с моим отъездом в другой город на выходные. И я никак не успеваю сделать в понедельник для вас видео. Но среди этого всего есть и хорошая новость. Для тех, кто желает оставаться со мной всегда на связи, я создал телеграм-канал. В нем я делюсь своей реал-лайф с подписчиками. Убедительная просьба подписываться только по желанию. Всякой токсичной шелупони там делать нечего. Ссылка на канал в закрепленном комментарии. Также помимо обычного еженедельного розыгрыша будет конкурс на самого внимательного зрителя. В честь праздника разработчики выдали промокоды медиапартнерам для того, чтобы мы их разыграли среди вас. Так вот, один из них я спрятал в этом видеоролике. Если ты его нашел, то скорее вписывай в меню игры и забирай себе прекрасные подарки от разработчиков игры. А кто первый его найдет и активирует, прошу отписать комментарий с самим промо, чтобы я вставил победителя в следующее видео. Желаю всем хорошо отдохнуть и прекрасных майских праздников, товарищи сталкеры. В предыдущем видео по прокачке новичка я открыл черный лес и Тунгуску. Кто не смотрел, можете глянуть этот видик, подсказка будет в правом верхнем углу. Эта же трансляция началась с деревни Гурмана. Я планировал пойти квест «Время собирать камни». Но вначале я решил пробежаться по квесту «Аномальный учет», полученный от Гришковца. В этом задании не было ничего сложного для меня. Просто нужно было пробежаться по линии электропередач и посмотреть на аномалии разрядник. Посетив последнюю аномальную точку, я отправился к Гришковцу, чтобы забрать заработанную мною награду. Ей оказались два стабилизатора альфа и бета и магнитный захват артефактов. Прототип. Для того, чтобы арты не стухли, я побыстрее отправился на Гурман и продал их. На тот момент шел новогодний ивент, поэтому стабилизатор альфа был продан с доски мгновенно за 150 тысяч. И так как у меня уже был куплен нормальным за, то полученный прототип я также выставил в продажу на доску за 400 тысяч. Закупив снаряжение, я выдвинулся в путь на Везувий. Благо он у меня уже был открыт через лагерь Шлеймовича. И путь мой лежал через болото, на радиовышку. Тут меня ждал кладовщик, я подошел к нему и передал письмо от Морозова. Кладовщик сообщил мне неутешительную новость, что вещи Морозова были конфискованы следователем. И если я хочу их получить обратно, то мне стоит с ним поговорить об этом. Следователь просто так вещи не отдает, так как они не мои, а крученого, то есть чужие, и вручить он мне их не имеет права. Но есть один вариант их получить. Следователю нужно указать услугу, взамен на которую я получу нужные мне вещи. Услуга заключалась в том, что мне нужно было разыскать пропавших курьеров и сообщить всю информацию о них. Следователь рассказал примерные маршруты и направления их движения. Первое тело я нашел в квадрате H52 сбоку от железной дороги. Обыскав его, я нашел в нем какой-то непонятный камень, который сильно фонил. Перезашел, чтобы радиация не набиралась, и вышел на поиски следующих двух курьеров. Следующего курьера я нашел на болотах, недалеко от отшельников, в квадрате А24. Также при обыске был обнаружен странный камень, который оказался сильно ядовитым, и чтобы яд не копился, я снова перезашел в игру. Третьего курьера я обнаружил в окрестностях Любича, квадрат Г84. При нем также был найден странный камень, который жутко фонил радиацией. Перезахожу и топаю к следователю доложить о находках. Рассказываю следователю, что курьеры мертвы, и сообщаю про обнаруженных интересных находках при них. Следователь же просит меня убрать все следы и торжественно вручает мне бутылку технического спирта и зажигалку. Ну вы поняли, каким способом мы будем заметать свои следы, да? Также следователь посоветовал мне показать найденные камни Симонову в лагере эгида. В этот раз я решил действовать в обратном направлении. Прибрал следы курьера на болотах, затем следы курьера, который лежал в окрестностях Любич, и в самую последнюю очередь я убрал следы последнего курьера на Везувии у железной дороги. И сделал я так для того, чтобы попутно заглянуть в научный лагерь эгида. Придя в лагерь, я сразу же отыскал в нем Симонова и поспешил показать аномальные камни. Доцент предложил оставить интересные находки у него, аргументируя тем, что носить их с собой может быть очень опасной затеей. Без сомнений я соглашаюсь с его предложением. Также передаю Симонову контейнер с пробами, который просили передать ученые из бывшего здания милиции в Любич. После этого мне сразу же прилетело два задания: ведьмины котлы и разыскать Паттисона. Паттисона целенаправленно искать я не стал, так как это по большей части дело случая, и чтобы не тратить время впустую, я начинаю делать ведьмины котлы. Но без противогаза там лазить не вариант, и поэтому я заказал посылку с ним из деревни Гурмана себе на эгиду. Пересылка с премиумом занимает всего 15 минут, и пока газик едет, я оббежал всех ученых вокруг и набрал у них заданий. Репутация мне пригодится в дальнейшем для открытия перехода с эгиды на аэропорт, да и торговлю открыть с ними здесь не помешает. Если ты хочешь, чтобы твои посылки также доходили в любой уголок зоны всего за 15 минут, тебе нужен премиум аккаунт.
А для того, чтобы его получить, просто вводи промокод Никсон в меню игры. Он подарит тебе премиум совершенно бесплатно, причем неважно, где ты играешь, Steam, ВК или Launcher. Этот промокод работает абсолютно везде. Время ввода ограничено, так что не упускай халяву. Пока бежал до котлов, меня приговорили долго жить. После этого я пересмотрел свои жизненные планы и решил добежать до радиовышки. Там меня ждал следователь. Забрал у него вещи Морозова, затем заново начал диалог и получил задание «Третья сторона». С его выполнением я решил пока что повременить, ибо бежать обратно в Любич к Алексу мне не совсем-то и хотелось. К этому времени мне уже пришел противогаз, и я отправился собирать образцы по квесту «Ведьмины котлы». По этому заданию мне предстояло оббежать все кратеры вокруг вулкана, зайти примерно по колено в воду и наполнить пробирки с материалом. Вроде все просто, но я умудрился несколько раз сгинуть в аномалиях и от пробегавших мимо чебурбубликов. Немного подгорел, но все же продолжил выполнение задания. В общем, на этот квест я убил довольно большое количество времени, но все же все пробы я собрал и пошел сдавать их Симону. Больше заданий он мне не давал. Затем я подошел к Черешникову, сдал квест «Споры и сборы». Нужные части для квеста я заранее купил на радиовышке и отправил их посылкой на Эгиду. После сдачи квеста Черешников предложил мне поработать на него еще и дал задание «Заражение гнезд». Далее я отправился по заданию «Академический сбор анализов от Живодерова». По нему мне нужно было собрать образцы тканей со всех типов животных, замеченных на Везувии. Квест нудненький из-за объема мутантов. Небольшой совет по выполнению. Запоминай и отмечай на карте все места, где находишь нужного мутанта. В будущем пригодится, так как этот квест многоразовый и с хорошей наградой. Пока я блуждал в поисках образцов, дошел до Фина, взял там точку зарождения и отправился на болото. В местных топях я медленно, но верно пробирался к гнездам для того, чтобы их заразить по квесту «Заражение гнезд от Черешникова». К слову, верлёк там было очень много, пройти сложновато, но в час пик, когда другие игроки фармят их, пройти очень даже легко. Сделал свое грязное дельце по заражению яиц верлёк, я пошел на гурман, отдал посылку Морозову и забрал награду за выполненное задание. Затем сходил до Имарька в гости к Сизифу и сдал ему антиграф Альфа, чтобы повысить отношения с черным рынком. В следующих видео ты узнаешь для чего. Затем пришел в Любич, чтобы узнать у Алекса все подробности про третью сторону. Алекс направил меня к курьеру, он должен был помочь мне связаться с военными. Курьер в помощи, естественно, не отказал и попросил подождать часок реального времени, пока тот свяжется с кем-то из военных. На этом прекрасном моменте моя трансляция подошла к концу, как и это видео. Я вышел из игры рядом с курьером, чтобы при следующем заходе я получил нужную мне информацию от курьера и сразу же продолжил выполнять задание «Третья сторона». Спасибо за просмотр, обязательно подписывайся на канал и пиши комментарии, впереди много всего интересного. Удачи в зоне, сталкер. Иди, не мозоль глаза.